Люся была беспризорной кошкой. Всю свою жизнь она провела на улице и не знала ничего другого. Она родилась и росла на улице, как и все ее сестры и братья. Часто мама болела, но и в это тяжелое для себя время не забывала про детей, отдавая им самое лучшее. Вот тогда-то Люся и получила пример того, какими должны быть родители. Мама недолго пробыла с ними и из-за болезни покинула детей, уйдя в мир иной. Без нее стало очень грустно и пусто. Дружная семья разбрелась кто куда, нужно было выживать. Кошка довольно долго скиталась по городу, научилась прятаться в подвалах и сараях, добывать нехитрую еду и быстро бегать, скрываясь от бродячих собак. Люси преуспела в уличных схватках, но ей не хватало того, что было в ее детстве, любви и родных. Есть те, кто рожден для этого, и Люська была именно такой. Однажды бродяжничество привело ее на окраину города. Там конкуренция была не столь высока, ресторанов было мало, и еды выкидывали немного, потому все бездомные животные предпочитали по ночам рыскать в центре. В контейнерах бывало много вкусного, но и желающих поесть было хоть отбавляй. Те же бездомные составляли серьезную опасность, все хотели жить, а значит и есть. На окраине кошку смутили странные запахи, она никак не могла их идентифицировать. С такими она сталкивалась впервые. Осторожно продвигаясь вперед, втягивала чутким носом воздух. Там был запах животных, еды, но она не знала таких кошек и собак, это было что-то новое для нее. Не спеша кошка разведала обстановку. Это был зоопарк. Сначала Люси увидела огромные вольеры, в которых жили незнакомые ей звери. Интуитивно она догадалась, кто из них был самым опасным. Вольеры были сделаны из металлических прочных брусьев, в каждом из них был домик и стояли миски с едой. Кошка вела себя скрытно, старалась не попадаться на глаза людям, которые там работали. Но все-таки скрыться ей не удалось. Работники заметили кошечку, но не стали ее прогонять. Голосы их были приятными, располагающими. Еще какое-то время Люси осторожничала, хватая предложенную ими еду и скрываясь в кустах. Со временем она стала доверять все больше и давала себя погладить. Наблюдение дало ей понять, что те, кто здесь работает, совершенно другие. Животные не знают, что зарплаты у персонала отнюдь невелики, так что влечет людей сюда не прибыль, а совсем другое – стремление помочь братьям нашим меньшим. Так кошка и осталась в зоопарке. Ее считали негласным членом коллектива. Она спала где хотела, на улице, возле кабинета руководства или в раздевалках работников. Она была любимицей среди работников, ела вдоволь. Здесь она обрела дом и была счастлива. Даже подруга у нее появилась, Лиса. Правда, играть они могли только по разные стороны клетки, весело гоняли друг друга вдоль решетки. Прутья были расположены очень близко, потому Люси не могла пробраться к Алиске. Когда у львицы родился сын, все работники радовались этому событию. Молодая мамаша ровно через месяц наотрез отказалась от малыша. Она не подпускала его к себе, показывая огромные клыки. Никто не понимал, почему она так повела себя, но все знали, если оставить ребенка рядом с ней, то рано или поздно он погибнет от голода. Малыша назвали Васькой и забрали в отдельное место обитания. Кормили его из соски по очереди, но малышу не хватало маминого тепла, он часто плакал и плохо спал. Никто не ожидал, но на помощь пришла Люся. Услыхав скуление львенка, она со всех лап бросилась к нему. Странно, но детеныш хищника воспринял ее как замену мамы. И если кормили того люди, то воспитывала его кошка. Именно Люси стала той, кто учил его премудростям жизни и охоты и мог позволить себе потрепать того за холку и отвесить лапой оплеуху. Львенок прижимал уши и виновато опускал глаза. Надо сказать, что и любила его кошка тоже по-матерински. Теперь она мыла его шершавым языком, мурчала подушкой и нежно терлась об кроху. Даже спали они вместе. Вася быстро рос и стал питаться самостоятельно, из миски с ним ела и Люся. Непоседливого ребенка выхаживала кошка. На это приходило смотреть все больше посетителей. А тем было все равно, им было очень комфортно вместе. Доставать до шеи ребенка кошки было все тяжелее, но она все равно учила его хорошим манерам. А он внимательно смотрел на приемную мать и повторял все ее движения. Они играли, гоняясь друг за дружкой, и не ведали печали, а устав, засыпали в обнимку. Когда однажды Ваську забрали, кошка затосковала. Она везде заглядывала, искала своего приемного сына.
Ну и что он давно ее перерос. Дети всегда остаются маленькими для своих родителей. Ваську она так и не нашла. Территория зоопарка была огромной. У львов в зоопарке была своя местность, максимально приближенная к природе. Пройти туда никак не получалось. Прошло 2 года, и постепенно угасали воспоминания о маленьком ребенке. А вот с лисой Люси играла как всегда, но вот в тот раз все пошло совершенно по-другому. Видно, тот, кто приносил еду рыжей плутовке, забыл запереть клетку, и когда Алиса оперлась об нее, та легко подалась и распахнулась. Лес условно подменили. Кошка не знала, что все это время Алиса тихо ненавидела подругу, гулившую, где ей вздумается. К тому же лиса все же ближе к собакам, чем к кошкам, а потому она бросилась на Люську, щелкнув угрожающе зубами. Бедная кошка ринулась бежать со всех лап. Она быстро поняла, что с лисой на свободе шутки плохи, и решила спасаться бегством. В какой-то момент лиса даже настигла беглянку и придавила ее к земле, но та сумела вывернуться и помчалась прочь, а следом развивался пушистый хвост. Критический взгляд по территории, и кошка поняла, что добежать до здания с людьми она не успеет. Люся приняла решение и рванула в сторону территории львов. Через секунду она уже переводила дух по ту сторону ограждения. Она очень устала от бега, но радоваться еще было рано. Плутовка уже протискивались через прутья. Бежать дальше у кошки не было сил, и потому она повернулась в сторону лисы, намереваясь защищаться до последнего. Она так просто не сдастся. Острые когти прошлись по лисьей злой морде, но та вывернулась и больно придавила к земле противницу. Люська поняла, что именно сейчас и умрет. Зубы смыкались на ее горле, и отчаянный крик вырвался из уст кошки. Никто из них не заметил тихого появления льва. Молодой самец, как молния, налетел на лису. От рыжей соперницы через миг осталось бездыханное тело и горка меха. Люся, закрыв глаза, ожидала своей участи, как вдруг почувствовала, что кто-то уткнулся в нее носом и порыкивает совсем не злым голосом. Осторожно приоткрыв один глаз, кошка вдруг поняла, перед ней ее Вася. В его глазах была нежность и тревога. Убедившись, что с мамой все в порядке, лев громко мяукнул. В тот же момент лев оглянулся. Он переживал, что не сможет как следует защитить маму от своих сородичей. «Это вам не лиса, их много, а он один». Взгляд взрослого льва сказал кошке о многом. Она с любовью и гордостью смотрела на того, кем он стал. Он стал настоящим большим котом, который не забыл детства и у которого осталась нежная и верная душа. Люси поспешила к людям, которые могли предоставить ей помощь. Выйдя за территорию, она оглянулась. Васька с тоской смотрел ей вслед, и она ободряюще кивнула ему, пообещав вернуться, как только залечит раны. Лев знал, она сдержит слово, и теперь они будут видеться часто. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.